Ильдар, я написала историю, я все сделала. Ну просто, я так принервничала. Я не помню вообще ничего из героя нашего времени. Я даже забыла про то, что это произведение существует. Я наделала грубейших ошибок в 10-м задании. Я просто перепутала одно слово. Это уже считается фактической ошибкой. Ежегодно сотни тысяч школьников проходят, пожалуй, через самое стрессовое испытание в своей жизни – сдачу ЕГЭ. Эти 3 буквы вселяют страх в каждого, кому только предстоит это пройти, но и также вызывает вьетнамские флешбеки и у тех, кто уже давно прошел это испытание. Конец весны и начало лета – это ежегодное время, когда молодые ребята буквально начинают сходить с ума из-за жуткого стресса и страха не сдать экзамен или не набрать нужное количество баллов. И впоследствии у кучи подростков сдают нервы, ломается психика, судьбы и даже жизни. Один из самых запоминающихся для меня случаев произошел около 4 лет назад, во время написания итогового сочинения. 1 декабря 2021 года в одной из школ Люберцев Московской области ученики 11 класса писали итоговое сочинение. Итоговое сочинение — это по сути некий допуск к ЕГЭ, который школьники пишут за полгода до самого экзамена, что приравнивает написание этого сочинения к основной сути ЕГЭ. Соответственно, это такой же страх и стресс для всех школьников, который, к сожалению, не смог пережить один из учеников этой школы. Его звали Артем. Обычный 16-летний парень, который, по словам своих одноклассников, мечтал стать врачом и готовился к поступлению в медицинский университет. Но во время итогового сочинения, как только была названа тема, мальчик внезапно посинел, начал хрипеть, а потом и вовсе упал на пол. И, как вы понимаете, больше никогда не вставал. Как позже выяснилось, у Артема была проблема с желудком, а именно тяжелое язвенное обострение. И на фоне большого стресса и переживаний прямо во время экзаменов произошло внутреннее кровотечение, и мальчика не успели спасти. Этот случай вызвал большой общественный резонанс и стал поводом для обсуждения уровня стресса, которому подвергаются школьники во время проведения школьных экзаменов. Ведь это не первый подобный случай. 2 годами ранее, во время сдачи ЕГЭ по биологии, также не стало девушки Марии, которая по удивительному совпадению, точно так же как и Артем, мечтала стать медиком. Но из-за нервов во время проведения экзаменов появились осложнения ее болезни. У нее была проблема с сердцем. И, к сожалению, Марии также не стало. В итоге, что после случая с Марией, что после случая с Артемом, отовсюду были громкие высказывания о том, что пора бы всем задуматься, какому уровню стресса мы подвергаем школьников, сдающие экзамены. Но всегда один и тот же итог. Громкие заявления от чиновников-популистов о необходимости разобраться, стандартная проверка от Следственного комитета, волна обсуждений в СМИ, но по итогу ни разу не было ни одного системного изменения, никаких реформ, ни даже пересмотра подхода к проведению итогового испытания. Из года в год стресс у школьников как был, так и остается нормой. Впоследствии мы наблюдаем подобные новости о вспышке Роскомнадзора среди школьников и тому подобное. И это мы наблюдаем каждый год. Это уже некая обыденность. Ведь школьникам с нулевой внушают, что несдача ЕГЭ — это конец всей его жизни. И сегодня я хочу поговорить о проблемах этой системы, разобрать парочку максимально абсурдных правил и ситуаций, которые происходят ежегодно, ну и в целом поддержать многих из вас в будущих испытаниях. Вы можете поддержать меня своим лайком на это видео и подпиской на мой канал. Для вас это буквально пару кликов, а для меня это огромная поддержка и сильная мотивация. Ну и после этого видоса я приглашаю вас на свой Twitch канал, на котором я сегодня попробую сдать ЕГЭ в прямом эфире онлайн прямо на стриме. Посмотрим, сохранились ли какие-то знания в моей головешке. Всех буду ждать, и прежде чем мы начнем, пару слов про лучшую торговую площадку для всех геймеров Case4Gamers, на которой вы можете быстро и напрямую пополнить баланс аккаунта Steam с комиссией всего 3%, что является самым низким показателем по рынку. Также вы можете приобрести любую игру, софт, подписку на PlayStation или Xbox и даже игровую валюту по самым низким ценам. На Case4Gamers множество проверенных продавцов, с которыми можно даже поторговаться. И для вашего удобства есть все удобные способы оплаты. А используя промокод Веселов, вы получаете скидку в 15% на все покупки. Ссылка на Case4Gamers в описании и в комментариях к этому видео. Уже прямо сейчас по всей стране начинают проходить ежегодные итоговые школьные экзамены ЕГЭ и ОГЭ. Но если ОГЭ, как правило, не вызывает столько проблем, ведь это экзамен, который сдают в 9 классе, и, во-первых, ОГЭ это просто формальность для перехода в 10 класс или поступления в колледж, но для поступления в колледж вам особо высокого балла и не нужно, вам хватит и минимального балла, чтобы поступить в любую шарагу вашего города. Во-вторых, порог сдачи ОГЭ весьма низкий, и для большинства ребят это не вызывает особых трудностей. Например, я когда сдавал
сдавал ОГЭ в 9 классе, я, конечно же, немножко так же нервничал, но сдал его довольно просто, толком не готовясь. Да и давление на учеников перед сдачей ОГЭ гораздо меньше. Нет всей этой истерии, как с ЕГЭ, когда ты решаешь чуть ли не судьбу всей своей дальнейшей жизни. Никто тебе не говорит, не сдашь ОГЭ, все, тебе конец. Поэтому к нему и относятся гораздо спокойнее. Многие его даже пишут на отъебись, лишь бы просто пройти дальше. И это нормально. ОГЭ это большая репетиция, некий пробный шаг перед настоящим испытанием, который вас всех ждет, а именно ЕГЭ. А вот с ЕГЭ все совсем иначе. Сдача ЕГЭ это настолько стрессовый период для любого человека, и даже спустя года люди, сдавшие его 5-10 лет назад, помнят этот период до сих пор. Главная этому причина это дебильная система поступлений и оценка твоих знаний, и главное давление на школьников со стороны учителей. Весь наш школьный период нам твердят одно и то же, насколько вам важно хорошо сдать ЕГЭ. Сдашь ЕГЭ, будешь успешным человеком всю жизнь, и все у тебя будет замечательно. А не сдашь, ну тебе да, жизнь под откос, никуда не поступишь, не получишь образование, и тебя ждет судьба дворника-алкаша дяди Васи. Хотя на деле все, конечно же, иначе. Не так сейчас сильно ценится образование. Более ценное в наше время немного другие аспекты. Но уж так сложилось, что вам и мне в школе внушили важность ЕГЭ, что порой многие, реально не справляются со стрессом. И 2 случая в начале этого ролика тому подтверждение. А сколько было неудачных или удачных попыток Роскомнадзора, о которых мы с вами не знаем из-за боязни этого испытания. Конечно, важность ЕГЭ присутствует. ЕГЭ это некая возможность для не самых обеспеченных детей поступить в хорошие университеты на бюджет. Нужно лишь очень хорошо сдать экзамен. Но реальность такова, что в 90% случаев, даже сдав почти все на 100 баллов, это не гарантирует тебе поступление. Но как по мне, это не повод расстраиваться. Вам любой более-менее взрослый чувак скажет, что всем плевать на то, какие буквы нарисованы на вашем дипломе. МГУ, ФТЦ, ФТП, ФТП, всем плевать на то, какой вуз вы закончили. Важно лишь то, на что вы способны и насколько вы обучаемы. Но как ни крути, ЕГЭ все равно нужно сдавать. К сожалению, так устроена система. И на уровень вашего стресса напрямую влияет то, какого результата вы хотите добиться. Например, у меня было все сверхпросто. У меня была только одна задача — просто сдать на минимальный балл. Я не стремился к максимальному баллу, потому что я изначально понимал, что я и близко не приближусь к этому результату. Ведь мало просто знать школьную программу, кто бы что ни говорил, что ЕГЭ можно сдать, зная школьную программу. Это Если бы все было бы так просто, не существовало бы таких людей, как репетиторы, учащие вас правильно сдавать ЕГЭ. Вопрос: тогда что мы делали все 11 лет в школе, если для того, чтобы сдать экзамен, нужно нанимать отдельного преподавателя? Да потому что сама система ЕГЭ отвратительна. Начиная с того, что вас по сути заставляют вызубрить абсолютно весь ненужный вам материал, который, дай бог, вам один раз в жизни пригодится, заканчивая тупо рандомом. ЕГЭ подразумевается как самый объективный, честный и равный срез знаний. При этом все молятся на то, чтобы им попался удобный и легкий вариант. И мне кажется, что это не совсем справедливо и честно, когда вы, к примеру, сдаете какую-нибудь историю, и вы буквально все по истории знаете, все события, все даты, но вот вам на экзамен попадается тот вариант, где описываются события, которые вы, не очень хорошо помните. Хотя все остальное вы прекрасно знаете. В итоге у вас низкая оценка или низкий балл и куча слез. А вашему однокласснику попадается вариант с такими темами, которые он идеально знает и сдает на максимальный результат. Ну и где здесь равенство? Где здесь справедливость? Какой это срез знаний? Как эта система может вообще оценивать твои знания? Как раз таки у меня вот так и было. Я сдавал экзамен по истории, я написал идеально первую часть тестовую, написал хорошо вторую часть, но третью часть я полностью завалил. А знаете почему? Потому что в этой части экзамена было 3 или 4 вопроса, связанные одним конкретным историческим событием. Там были примерно следующие вопросы. Первый вопрос: кто правил во время этого события? Вопрос второй: даты этого события. И третий вопрос: его итоги или что-то такое там было, уже не помню. Ну и короче, я знал даты, я знал итоги, последствия, все подноготные, но я забыл, кто в этот период правил. Ну вот просто вылетело из головы, и все. Третья часть у меня была полностью не засчитана. И система решила, что я не знаю историю, просто потому что у меня вылетело из головы имя императора
императора или императрицы. Хотя по сути незнание одного конкретного термина, конкретной циферки в дате или какого-то конкретного имени не лишает тебя всех остальных знаний. Но система образования решила, что если ты не знаешь одного термина, то все, у тебя нет никаких знаний в голове. Но это же не очень-то справедливо, вам так не кажется? Это максимально идиотская оценка ваших знаний. Ваши знания должен оценивать реальный человек, преподаватель, потому что бывают темы, которые ты вроде знаешь, но ты немножко плаваешь, не можешь правильно сформулировать, и тебя либо подтолкнут к правильному ответу, либо ты скажешь своими словами. На ЕГЭ написать своими словами нельзя, нужно знать точно формулировку до каждой буковки, мать твою. Такая система оценки подходит для роботов, но не для людей. Сколько людей не сдали нормальные экзамены, потому что робот, который проверяет их тест, он неправильно прочитал какой-то символ, и все, получается уже неправильно решенное задание. Ну и опять же, а где здесь какое-то вообще равенство? Уже прошли экзамены по некоторым предметам, и мы уже видим, какой пиздец происходит во время их написания. Одна школьница даже написала Екатерине Мизулиной с жалобой, что во время проведения ЕГЭ по истории все происходило не совсем по стандартной схеме. Учеников посадили не за отдельные парты, а за один общий круглый стол, то есть их посадили всех вместе. И это очевидно создавало некий дискомфорт. Как пишет школьница, не было ощущения изолированности, и многие чувствовали некое давление и напряжение. К тому же некоторые ученики еще и переговаривались, нарушая условия проведения ЕГЭ, что влияло на концентрацию. Ну и опять же, какие тут равные условия? Что это за организация настолько важного экзамена? Организация — это вообще отдельный разговор. Вспоминаем прошлогодний случай, когда в Воронеже перед сдачей ЕГЭ школьниц заставляли снимать лифчики, потому что в них имеются железные детальки, которые звенят в рамках металлодетектора. Вы только представьте, какой это абсурд. Школьниц заставляли снимать лифчики. Алло, вообще-то многие из них так-то несовершеннолетние. После этого случая, конечно же, все возмутились. На школьников и так идет слишком большое давление, а тут еще и девочки, которых заставляют делать такое. А самое забавное, Минобороны заявили, что внимательно посмотрели записи с камер, и, дескать, случаев подобного они не обнаружили. Да и вообще визуальный осмотр проводили исключительно охранники женщины. Хотя в сеть утекли записи с камер, где видно, что около рамки металлодетектора стоит именно мужчина, а перед его глазами школьница задирает верхнюю одежду. И как всегда, после этого случая началась бурная тряска от чиновников-популистов. Мол, это полный абсурд, мы обязательно проведем проверки и никогда подобного не допустим. В этом году, конечно, пока что подобного не было и, надеюсь, не будет, но уже появляются очень забавные и абсурдные истории. Например, у одного из школьников забрали иконку, которую он хотел принести с собой на экзамен, ну, типа как поддержка такая духовная, ну, потому что, видимо, он верующий человек, и ему не разрешили пронести с собой икону. Я понимаю, безопасность, там все такое, вы там переживаете за шпаргалки, но что мешает вам просто взять икону и осмотреть с двух сторон, возможно, ее раскрыть? Почему такое бесчеловечное отношение, ну, реально, к каким-то роботам? Я, пускай сам не верующий, но я прекрасно понимаю, как для многих такие моменты могут быть важны, как им это помогает морально. У меня вот есть знакомый друг очень хороший, и он с собой всегда носит иконку с молитвой написанной. Для него это некий оберег, некая защита, поддержка моральная. Все-таки у нас же такое государство, которое очень сильно делает упор на веру, вот это все вот. Где те самые религиозные правозащитники, которые направо-налево всем кричат, что они нарушили там какие-то права верующих, кого-то оскорбили? Вот что нарушает права верующих, я считаю, когда в такой важный момент в жизни у человека забирают его иконочку. Ну, честное слово, это просто какое-то позорище. Вот даже просто вот эти все истории рассказывая, описывая то, как происходит ЕГЭ, я уже начинаю жестко нервничать. А что происходит с школьниками, которые прямо сейчас готовятся изо всех сил к экзаменам, сдают эти экзамены, переживают, нервничают? Ребятки, я всем желаю, конечно же, только удачи. Осталось совсем немножко. Перетерпите, пройдите это испытание. Все через него проходят. Дальше в универе, в Шараге все будет гораздо проще, поверьте. Я искренне надеюсь, что рано или поздно система оценивания школьных знаний изменится. Было бы неплохо вернуть старую систему оценивания, а именно устный экзамен по билетам. Как по мне, это была лучшая система оценки ваших знаний, когда реальный человек, а не какой-то робот, не какая-то машина, оценивает
оценивала ваши знания. Не ваше умение зазубрить и выучить, а именно ваши знания в вашей голове. Готовьтесь, повторяйте, не нервничайте, все будет хорошо. Уверен, что каждый из вас сдаст. Если даже вы сдали не на максимальный балл, на минимальный. Ребята, это не конец жизни. ЕГЭ не настолько важный этап. И без ЕГЭ все успешно поступают, и учатся дальше, и работают потом впоследствии. Все в вашей жизни будет хорошо. ЕГЭ это просто очень сильно раздутое событие, где вам внушили, что если ты его не сдашь, то все, это конец вашей жизни. Поверьте мне, это не конец. Это только начало вашей прекрасной и долгой жизни. Не забудьте поставить лайк на это видео, на канал подписаться и переходите на мой Twitch канал, где прямо сейчас я буду сдавать ЕГЭ в прямом эфире. Думаю, это будет интересно. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Виталий Веселов. Рад был снова испортить вам настроение.